В Бленхеймском дворце состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона. Собеседники обсудили вопросы повестки многопрофильного сотрудничества между Арменией и Францией. Был затронут мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута важность усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе. Собеседники обменялись мыслями вокруг развития сотрудничества Армения и Европейский Союз. Макрон о поставках французского оружия в Армению. Это нормально, просто ответить на запрос суверенной страны, которая хочет вооружиться и чувствует, что может подвергнуться агрессии со стороны другой страны. Если посмотреть на последние десятилетия, кажется, что Азербайджан вооружился гораздо больше, чем Армения. И если моя память мне не изменяет, и поправьте меня, если я ошибаюсь, Азербайджан действительно начал войну, и очень страшную, в 2020 году. Если Макрон говорит, что Армения чувствует, то на самом деле он знает, что Алиев готовится к новой агрессии. А откуда он знает? Источников много, и все они разные. Например, Франция состоит в НАТО, как Турция. А Эрдоган не одобряет планов Алиева. Эрдогану нужен мирный договор, потому что ему нужен трубопровод через Армению. На пресс-конференции после 4-го саммита Европейского политического сообщества в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Макрон подчеркнул поддержку Франции независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении. Мы выражаем нашу поддержку продолжающимся обсуждениям между Арменией и Азербайджаном по достижению мирного договора с целью установления справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом. Один из присутствующих на пресс-конференции отметил, что Азербайджан вернул свою суверенную территорию, на что президент Франции ответил: «Это не дебаты, а пресс-конференция». Макрон продолжил, подчеркнув, что для союзников и партнеров нормально поставлять оружие и боеприпасы, чтобы защитить себя. Мы делаем это со многими другими европейскими странами. Это нормально — ответить на просьбу суверенной страны, которая хочет вооружиться и чувствует угрозу агрессии. Макрон добавил, что никогда не слышал от премьер-министра Пашиняна о планах войны или агрессии. Переговоры по делимитации границ все еще ведутся. Я горжусь тем, что мы подписали меморандум о делимитации границы в Праге на основе Алматинской декларации. Я надеюсь, что переговоры будут успешно завершены. Макрон также отметил, что Азербайджан должен немедленно и безоговорочно покинуть оккупированные территории Армении. Именно оккупация суверенных армянских территорий является созданием напряженности в регионе и подрывает мирный процесс. На это заявление в МИД Азербайджана сделали заявление. Это еще один яркий пример попыток Франции создать напряженность в регионе и помешать мирному процессу. МИД Азербайджана отреагировал на слова Макрона. То есть, когда им говоришь, что нужно покинуть оккупированные территории, это, по их мнению, создание напряженной ситуации. Я честно такое впервые слышу. Макрон еще добавил, что перспектива Армении – это мир, перспектива Франции – это мир, и я очень надеюсь, что перспектива Азербайджана – тоже мир. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Вот это союзник, а не Путин в обличии орка. О проблеме фейс-контроля на саммите в Великобритании. На конференции Макрона произошел неожиданный и резкий инцидент. Журналистка из Баку, с выразительным острием в глазах, вела себя весьма нахально. Тот самый эпизод, когда Апшеронская, прости господи, журналистка перепутала конференц-зал международного форума с родным коровником. No, but we can have a debate, but I thought it was a press conference.
Мало того, что она начала толкать обычный алиевский тухляк, забыв, что она не на брифинге их любимицы Марии Захаровой, так она еще и стала перебивать Макрона, показав на всю Европу свой культур-мультур. Простите, но других журналистов у Алиева для нас и вас нет. В порыве первобытной агрессии, наполненной ненавистью и недовольством, она задавала вопросы, которые были абсурдны и провокационны, а манера общения резкой и бесцеремонной. Макрон был потрясен, когда столкнулся с таким хамством на столь престижном мероприятии, однако напомнил, что это пресс-конференция, а не дебаты. Интересно, кого же осадил Макрон фразой «это не дебаты», а пресс-конференция? Да и сама формулировка не менее интересна. Заявление Госдепартамента США. Членство Армении в ОДКБ не препятствует нашему, более глубокому сотрудничеству в сфере обороны. Напомню, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял о том, что Париж впервые нарушил табу, начав продажу вооружений Армении, стране-члену ОДКБ, которая по сути враждебна НАТО. Тогдашние слова французского министра и сегодняшнее заявление Госдепа говорят о том, что Франция и США, во-первых, более не считают Армению состоящей в ОДКБ, во-вторых, берут на себя функции основных гарантов безопасности и обороноспособности Армении. Мне очень сложно согласиться с оптимистическим выводом маэстро. Ни Франция, ни США никаких функций гаранта Армении на себя не брали и не берут, а берут лишь те, о которых говорится прямо и ясно. Но сам факт поддержки и помощи – это уже очень много. Тем не менее, как только будут подписаны сначала мирное соглашение, а затем проекты по новым трубам, можно будет говорить и о каких-то гарантиях и гарантах. В любом случае, перспективы у Армении очень впечатляющие, а испортить их можем только мы сами. И еще. Все же помнят во время 44-дневной войны сообщения о том, что Россия сливает Турции, данные о расположении арцахской армии, о том, что Нарышкин плавает в бассейне года Нисанова и так далее. Кстати, за минувшие 4 года никто, ни в Москве, ничего из сказанного не опроверг. Так вот, если союзник Армении по ОДКБ позволял себе в разгар войны сливать данные о союзнике его врагам и формально своим же собственным врагам в НАТО, то почему Армения не может позволить своим новым союзникам в мирное время использовать информацию касаемо бывших союзников-предателей? И я буду долго смеяться, если выяснится, что американцы начнут сливать информацию о России туркам, своим союзникам по НАТО. Нарышкин, посмотри на небо. Видишь там красивый бумеранг? Он к вам летит. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.